Сын Дрогба в первой лиге Армении. Спиртян в шорт-листе Барселоны. Другие игроки сборной штурмуют чемпионат Германии, а за Тикнезяна держатся двумя руками. В этом видео поговорим про трансферы зимы и, что важнее, их последствия. А также, конечно, поговорим про трансфер, которого нет. Лайки которых нет, я надеюсь, обсуждать не будем. Успейте поставить, пока звучит интро. Стоп! В общем, барикамнерь, вы на канале в бутсах, меня зовут Гарик Акопян. Да, конечно, трансферное окно закрылось не вчера, но тем интереснее разобрать не только наличие или отсутствие каких-то переходов, но и первые результаты и истории, которые за ними стоят. Может быть, даже сделать какие-то выводы. Веселых тем много, но с точки зрения важности одна стоит особняком. Это переход Степы Макарчана в Нюрнберг. История в высшей степени важна, особенно для будущего сборной Армении. С нее и начнем. Степа Макарчан перешел из хорватского Осиека в немецкий Нюрнберг. Полноценный трансфер обошелся немцам порядка 800 тысяч евро. Думаю, для многих до конца непонятно. Такой трансфер — это шаг вперед, назад или, может быть, в сторону. Все-таки речь идет лишь о втором по силе дивизионе Германии. И еще очевидно, что Нюрнберг — это не финальная точка. Нюрнберг, как известно, это процесс. Для Степы это процесс адаптации к сверхзвуковым скоростям, это в первую очередь. Ну а теперь 3 причины, почему этот шаг не куда-нибудь в сторону или назад, а прямо в открытый космос. Во-первых, теперь отрезок в Хорватии можно назвать сравнительно тепличным. Там у нашего защитника было 4, ну максимум 6 матчей за сезон, где нужно было реально умирать на поле. Против Динамо Загреб или Хайдука. Все остальное время это академичный футбол при полупустых трибунах. В Германии так не бывает. Вторая Бундеслига — это мясорубка. Здесь 18-я команда может вынести первую и не сотворить при этом особой сенсации. Здесь каждый матч — проверка на предел физических возможностей. Во-вторых, это масштаб и психология. Играть в Осиеке перед 5000 зрителей — это одно. Выходить на Макс Морлок стадион, где на тебя смотрят 50 тысяч фанатов, требующих победы — это немножечко другой уровень давления. Практически идеальные условия для огранки таланта молодого защитника. Если Степа выдержит эту лавину немецких форвардов, мы получим лидера обороны сборной на десятилетие. В-третьих, это одна из самых освещенных витрин Европы. Вторая Бундеслига — это инкубатор для элиты. Скауты АПЛ и Бундеслиги живут буквально на этих трибунах. Статус основного защитника Нюрнберга автоматически умножает твой ценник на 2,5 или 3 и ставит тебя в очередь на повышение в топ-чемпионат. В Хорватии за тобой подглядывали через забор. Здесь, хоть и пока не главная сцена, но забора никакого нет. Среди немцев, понятное дело, таких примеров вагон. Это и Ройс, Горецко, Кимих, список бесконечный. Но на этом лифте катаются не только немцы. Мощный пример — это Бенджамин Павар. В 2016-м он уходил в Штутгарт, во вторую Бундеслигу. Казалось бы, где сборная Франции, где второй дивизион Германии. Но именно там он вырос в игрока основы, и как итог Павар поехал на чемпионат мира в статусе практически ноунейма из провинции немецкой, а уехал автором лучшего гола турнира. Речь про тот самый сумасшедший выстрел в ворота Аргентины. Результат — прямой билет в Баварию, 4 чемпионства и исторический секстет трофеев. Знаете, если показалось, что как-то чересчур красиво звучит, я согласен. Все это будет иметь значение лишь при одном условии: если Степа Макарчан сумеет закрепиться в основе и получит стабильную игровую практику. В Нюрнберге есть основная пара защитников — это Фабио Грубер и Лука Лочошвили. Их связка одна из лучших в чемпионате. Перуанец стабильнее, а грузин ярче. В 7 матчах Степа появился на поле трижды. 1 раз в основе и 2 со скамейки. Игру против Падеборна Грубер пропускал из-за перебора желтых. Это и стало поводом для первой попытки для Степы, который тренировался к этому моменту всего 2 дня.
Мирослав Клозе, главный тренер, выбирал между ним и Бухманом. Это молодой защитник из Академии Баварии, который пока что не может найти ни себя, ни свою игру. Таким образом, Степа все-таки стал первым кандидатом и вышел на поле вместо Грубера. И, к сожалению, первый тайм прошел не очень хорошо. Степа привез пенальти. И, как следствие, команда вообще проиграла эту игру. Но второй тайм макарчан сыграл более стабильно, чем первый. По крайней мере, не было таких грубых ошибок. И почему важно, что Тарек Бухман правоногий? Макарчан играл не совсем на своей позиции, он играл центрального защитника, но правого центрального, при том, что он левша, и, конечно, ему удобнее играть слева. И как здесь не вспомнить мою любимую тему? Фактор выступлений за национальную сборную в карьере армянских игроков. Я даже придумал название: принцип восходящей спирали или эффект двух опор. Когда отскок игрока от клуба в сборную и наоборот позволяет ему подниматься все выше в карьере. В матче против Фортуны Степа снова заменил Грубера, только теперь уже по ходу игры из-за травмы перуанца на 7-й минуте. Снова не вполне его позиция, играл справа, но уже совсем другой уровень уверенности. Степа, наверное, один из лучших вообще на поле. Команда все равно минимально уступает, но игрой макарчана в первой игре, конечно, не скажешь после такой ошибки, что доволен, а здесь можно сказать, что действительно уверенный и хороший матч с его стороны. В оставшихся двух играх Степа сыграл 12 и 0 минут соответственно. Против Хольштайна Клозе дал Тареку Бухману такой же полноценный шанс. А в последнем туре пара Лочошвили-Грубер воссоединилась и выдала по-настоящему сильный матч. Более того, грузинский защитник оформил дубль, оба мяча он забил после угловых. Нюрнберг побеждает, Степа игрок ротации, и радостно, и грустно. Для Степы опыт в сборной стал тем самым топливом, которое позволило ему не сломаться после первой же ошибки. Эффект двух опор сработал. Уверенность, полученная в матчах за Армению, помогла выстоять против Фортуны. Даже на неродной, скажем так, позиции. Да, пока Нюрнберг буксует, а Степа проходит через личный процесс становления и завоевания места под солнцем и в основе, но если эта спираль продолжит закручиваться вверх, совсем скоро мы перестанем удивляться тому, что наш защитник диктует условия на одном из самых посещаемых стадионов Европы. Процесс идет, и за этим процессом действительно интересно наблюдать. Знаете, есть в этом всем какая-то ирония футбольной судьбы. Тот самый Падеборн, который стал для макарчана проверкой на прочность и источником его первой грубой ошибки, для нашего второго героя превратился в точку отсчета. Ровно через месяц после того, как Степа пытался нащупать баланс в своей игре и обороне против этой команды, Гранд Леон Ранос впервые вышел в стартовом составе своего нового клуба. Ранос все еще игрок Мюнхен-Гладбахской Боруссии, а в Айнтрахте он на правах аренды. Безусловно, это раздражает, когда после ухода дивизионом ниже за игровой практикой нашего нападающего держат на строгой низкоминутной диете. Более того, нападающий в такой команде, как Айнтрахт, обречен на жесткий дефицит моментов и обязан добывать результат буквально из ничего. Главная проблема Гранта в Гладбахе была не в таланте, а в конкуренции и стиле игры Боруссии. Сейчас эта команда находится на стадии перестройки, где тренеру нужны проверенные бойцы и результат, а не эксперименты с молодежью. Сидеть на банке в 22 года — это, конечно, преступление против таланта и собственной карьеры, поэтому с этим переходом все абсолютно правильно. Брауншвейг — это классическая немецкая школа выживания. Айнтрахт — клуб с характером, который бьется за сохранение прописки. Грант наконец-то попал в положение, где стимул не в том, чтобы круто тренироваться и выгрызать себе по 5 минут игрового времени. Теперь ему нужно научиться брать на себя ответственность не только за себя, но и за результат команды в целом. Это именно тот опыт, который пригодится и нам в сборной тоже. На мой взгляд, время, когда следовало жаловаться на недостаточное доверие со стороны тренеров, прошло. Ранос в последних 3 матчах сыграл ровно по тайму, и это вообще-то немало. В целом играет среднее, активных действий не так много, чтобы оценить. Среди них есть как удачные, так и не очень. Все это не имеет особого значения, когда в графе результативные действия опустошающие и приземляющие нули.
Ну, вы опять будете писать, что слишком оптимистично об этом всем говорю, но какая-то положительная динамика уже есть. Сначала вообще по маленькому кусочку времени ему давали, а в матче с Падеборном вот вышел на целый тайм. Первый тайм вышел в старте. Да, в перерыве заменили. Да, игрок, который вышел вместо него, забил. Это то, что, наверное, не очень хорошо для нас. Но и вторая Бундеслига с точки зрения интенсивности мало чем уступает первой. Да, по классу, конечно, ниже, но не сказать, что там играть проще. Боруссия не стала его продавать, несмотря на то, что разговоры были, а значит, они рассчитывают, ну, как минимум, на то, что он будет дорожать. Еще один футболист, про которого пора начать говорить громче и чаще. Альберт Алексанян, 20-летний вингер с ростом 193 сантиметра, сменил норвежский чемпионат на шведский Норрчопинг. А теперь не менее ударно начинает в Швеции. В последних 3 матчах он забил трижды, по одному в каждой игре. И важный момент, то что по документам у Альберта гражданство Латвии и Норвегии, а также, что довольно важно, право выступать за сборную Армении по происхождению. Его папа армянин, а мама латвийка. Пока Альберт не заигран ни за одну национальную команду, но Латвийская Федерация уже проявляет к нему интерес. Об этом были новости, поэтому думаю, что наша тактика в таких ситуациях должна быть всегда одинаковой. Приглашаем всеми возможными средствами, заигрываем, а там уже будем разбираться. Теперь коротко обсудим 3, на мой взгляд, самых интересных трансфера внутри Армении. Валентин Костаке перешел в НОА. Это усиление выглядит как одна из самых грамотных сделок зимы. 27 лет, 4-кратный чемпион Румынии, опыт игры в серьезных клубах. В этом сезоне у него 11 голов и 4 ассиста. Статистика для нашего чемпионата более чем солидная. Валентин врывается сразу с победного гола в ворота Пьюника в Кубке. А в чемпионате уже успел оформить гол плюс ассист в матче с Шираком. Это классный игрок, скоростной, и удар справа — это именно то, что нужно, чтобы вскрывать плотную оборону. Можно только поздравить НОА с этим трансфером. Ну и в противовес Арарат Армения подписывает сенегальца, зовут его Алиун Ндур. Контракт с 20-летним футболистом подписали до 28 года. Он приехал из Бельгии, мощный, габаритный, умеет продавливать защитников. Дебют получился идеальным, как и у Костаке. Вышел против Ширака в Кубке и сразу забил. Ну, довольно видно, что фирменная работа. К этому прибавляем 2 мяча с пенальти в 2 соседних играх против Вана. В общем, селекция работает. Молодцы. Думаю, что вы уже все слышали, что сын Дрогба перешел в спитакский Хайк. Исаак Дрогба, воспитанник Академии Челси, который на взрослом уровне пока, можно сказать, ищет свою команду. Попробовал силы в итальянской серии D и в бельгийских лигах играл, а теперь в 25 лет выбрал Армению. Он уже успел сыграть примерно полчаса против Урарту-2 и пока безрезультатно, но все впереди. Это, конечно, классическая история, когда футболист пытается перезапустить свою карьеру и приезжает для этого в новую страну. Любые его успехи — это дополнительное внимание к нашему футболу со всех уголков мира. Я бы на месте исполняющего обязанности главного тренера Армена Тонаяна почаще вызывал бы его отца на серьезный разговор. Но если для одних зима стала временем перемен, то для наших главных звезд испытания несли обратный характер. Недавно Спиртян расставил еще несколько точек над «и». Если коротко, то он рассказал о том, что Аякс был на расстоянии подписи 3 года назад, но все сорвалось в последний момент из-за политики. Ланс давал 7 миллионов, Краснодар справедливо посчитал это оскорблением. Был даже звонок от Клюйверта из Барселоны с вопросом, сможет ли Эдо сыграть слева. Он, конечно, ответил: в Барсе сыграю где угодно. И после этого случился еще созвон какой-то короткий с Деку, но вот это все его рассматривание его как альтернативу Нику Вильямсу довольно быстро сошло на нет. Этой зимой снова возник Лидс. Даниэль Фарке прислал Эдуарду огромную презентацию, разложил его игру по молекулам. Интерес был действительно настоящий и системный, но звонок за 1,5 дня до закрытия окна с предложением аренды — это все, на что они сподобились. И, как мы понимаем, вот это вот все не то, чего ждал Краснодар относительно этого трансфера. Спиртян говорит, что хочет в Европу, но не загоняется.
И в этом, наверное, и проблема, что он сейчас слишком ценный актив, чтобы его отдали просто так. Я бы даже сказал, что Эдо сейчас как те скульптуры, которые выглядят совершенно по-разному в зависимости от точки обзора. Осталось найти точку в Европе, откуда он будет виден так же, как из Краснодара. На все 20, а то и 25 миллионов. Пока этот ракурс не найден, золотая клетка остается закрытой. В октябре 15, в октябре 15, в ноябре 15, но хотелось 20. Другой лидер нашей сборной, Наир Тикнезян, напротив, зимой мог оказаться в Краснодаре. За него предлагали 5,5 миллионов евро, но главный тренер Деян Станкович буквально заблокировал трансфер, сказав: «Не трогайте Наира, мне нужна его энергия». И эти слова, конечно, дорогого стоят. И вот Тики условно объясняет нам сразу две вещи. Во-первых, почему он так важен для Станковича, а во-вторых, как расцветает футболист, когда ему по-настоящему доверяют. В последнем матче против Раднички его блестящий прострел превратился в ассист и приговорил соперника. Но главная красота случилась раньше. В 1/4 Кубка Сербии против Нови Пазар Тики, подобрав мяч после углового, эстетически изумительно вколотил его в девятку. И все это на фоне мерзкого скандала. Матч прерывали из-за пиротехники, фанаты соперника даже плевали в сторону Тики, но Наир ответил в своем стиле. Забил и показал трибунам жест «закрыть рты». И они, кажется, закрыли. Кстати, на канале у Нобеля Наир делился секретом спокойствия в таких ситуациях. Это специальная дыхательная гимнастика. Помогает собрать мысли в кучу, когда вокруг творится подобный ад. Теперь к упражнению. На протяжении минуты делаете глубокий вдох, выдох, потом задерживаете дыхание на 15 секунд, после на 30, а затем подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Болейте за своих и оставайтесь в бутсах. До встречи.